Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. И угадайте, где мы находимся. В Паттайе! Правильно! Молодцы, кто угадал. И сейчас время у нас без 15:05. Самое классное время, когда еще светит солнце, но уже не жарко. Мы решили прогуляться. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы идем ужинать в ресторан отеля Паттайя Парк, который находится в этой крутящейся башне. Ностальгия, 10 лет в Таиланде. Мы ни разу за все это время там так и не побывали, хотя место культовое. И многие нас просили показать, что там сегодня, поэтому медленно направляемся туда. Параллельно гуляем по городу и показываем, что здесь сейчас происходит. Мы находимся на пляже Джомтьен. Это конец пляжа Джомтьен, который перетекает в пляж Пратамнак. И сегодня мы хотим вам показать конкретно район Пратамнак, потому что, во-первых, он нам очень нравится. Во-вторых, это русский район, там много чего интересного для русскоговорящих туристов. И в-третьих, мы там давно не были и долгое время там жили. Мы там снимали квартиру, наверное, около года и уже соскучились. Давайте посмотрим, какая водичка на этом пляже. Чистая. Я не вижу, что плавал какой-то мусор. Она прозрачная. Но Паттайе не очень повезло с песком, потому что он какой-то серо-желтый. Из-за этого вода не кажется бирюзовой, как на островах. На островах песок белый, и за счет прозрачности воды очень красиво получается. А здесь все такое бурое. Но, тем не менее, много людей купается, много лежаков, которые весь день стоят на пляже. Вечером после захода солнца их убирают. За состоянием пляжа хорошо следят. Сейчас здесь чисто. Я смотрю, ничего не валяется. То есть каждый участок принадлежит конкретным людям, которые выставляют лежаки, на этом зарабатывают. И, соответственно, каждый день они убирают пляж, чтобы отдыхающим было здесь комфортно. Что интересно, тайцы купаются в одежде. Вы не увидите их в бикини. И взрослые, и дети плавают в основном в футболках, вот таких вот штанах или шортах подлиннее. А все потому, что они не любят загорать. Для меня это было удивлением, потому что когда мы первый раз сюда приехали, давно еще 10 лет назад, как приятно это говорить и в то же время грустно, я думала, что они любят загорать, на пляже постоянно отдыхают. Нет, они прячутся от солнца. И однажды мы познакомились с тайкой, девчонка, она была в нашей компании, и она мне всегда говорила: Света, зачем ты загораешь? Ты приезжаешь сюда, у тебя такая красивая кожа, а потом ты ее портишь солнцем. Я говорила: да нет, ты что, загар это красиво. Он как-то визуально тебя подтягивает и стройнит. Ты такая бронзовая, отдохнувшая, не как синий цыпленок какой-то. Она говорит: нет, вы все ходите красные, как вареные крабы, это некрасиво. И здесь я поняла, что у нас разные взгляды на загар. Я не понимаю ее, а она искренне не понимает меня. И она говорит: это же хот, ну горячо еще, вы это терпите полдня, потом ходите красные, зачем? И кожа портится. Я тогда вообще не понимала, о чем идет речь. Но, если честно, сейчас я не особо люблю вот тоже загорать сильно, чтобы потом красный ходить. Но загар я люблю. Мне нравится, как смотрится загорелое тело по-прежнему. Еще одна интересная новость для тех, кто любит Паттайю, так же, как и мы. Здесь будут строить казино. Что вы думаете по этому поводу? Как говорят эксперты, курорт дорожает. Паттайя становится уже не такой, не таким дешевым курортом, не таким доступным, как было раньше. Мы видим, что здесь и квартиры дорожают, и комплексы, которые новые выходят. Стоимость за квадрат уже превышает 100 тысяч. И вот это строительство казино, как говорят эксперты, и я, в принципе, с ними согласна, должно привлечь новые капиталы инвесторов в этот город, стимулировать его развитие. И что-то мне подсказывает, что дальше здесь все будет еще дороже. Поэтому я рада, что мы купили здесь 2 квартиры, еще по хорошей цене. Пока еще можно купить здесь квартиры по нормальным ценам, потому что потом, когда будет казино и очень-очень много людей, я думаю, что в туристических районах ценники будут прям серьезные.
А эта потрясающая композиция звучит специально для вас. Таиланд — это праздник. Каждый день праздник. Все ноги в песке. Гуляем по вот таким хорошим тротуарам. Здесь они хорошие. Посмотрите, какие пальмы классные. Мы сейчас встретили наших зрителей из Иркутска. Ребята, привет вам большой. Они подтвердили наши догадки, что в Таиланде стало прохладнее. Но не в плане холодно, шапки с собой берите, а в плане нет такой жары, духоты и бани, как раньше. И они говорят, что у них в Иркутске потеплело, а здесь, они говорят, стало как-то прохладнее. Климат меняется. На что я им сказала, что через 2 года мы будем ездить на зимовки в Иркутск. Есть ананасы, снимать влоги. Гуляю и вспоминаю сегодняшнюю приписку. Нам написал зритель, его зовут Евгений. Евгений, привет! Он живет в Паттайе, получается, и он очень любит русские песни. Он говорит, с годами это приходит. Но я сама завела эту тему, сказала, что наши песни мне очень нравятся, и вот мы с Сашей под них любим отдыхать. И он говорит, что катается здесь на скутере и включает Лепса. Говорит, если услышите Лепс со скутера, это я включил. И я все гуляю, краем уха слушаю, может, откуда-то будет Лепс. Не, ну скажите, вот в Таиланде классно с соотечественниками встретиться, да даже у Севена сидишь там, и затянуть наши любимые добрые песни. Еще один красивый вид специально для вас. Сегодня мы снимаем такой лайфстайл в формате живого влога. Вы гуляете вместе с нами. Я очень стараюсь сделать так, чтобы у вас было полное ощущение нашей совместной прогулки. Мне нравится Паттайя тем, что здесь не надо много денег, чтобы классно отдыхать. Даже вон гуляешь здесь, там поел, тут поел. Еда по-прежнему, кстати, недорогая. Проезд на тук-туке по-прежнему 10 бат. У них вообще есть инфляция? Вот как было 10 лет назад проезд 10 бат, и до сих пор. Я в шоке. Вот с таких макашниц, кстати, тоже можно есть. Здесь конкретно готовят сомтам, салат из зеленой папайи, и курочку жарят. Как классно. Вот гуляешь, да, гуляешь. В Саратове такого не хватает. Я даже хотела такой бизнес замутить. Гуляешь, вот, Савадика, у тебя свежие фрукты. Только руку протяни. Ананасы, 20 бат. Тебе порежут все, почистят во льду, они прохладные. Дадут такую палочку деревянную. И ты гуляешь, ешь ананас. Классно, классно. В Саратове у нас из такого перекуса, ну, трудно что-то вот так найти на ходу. А здесь повсюду точки с фруктами. И я Саше говорю, давай в Саратове откроем макашницу с фруктами. Но он что-то пока раскачивается. А вот сейчас, я уверена, у многих покатится скупая слеза, защемит сердце, потому что я вам сейчас покажу, как готовят тайские блинчики. Да кому я показываю, кому я рассказываю? Вы без меня их уже 1000 раз съели. С бананом, с нутеллой. 50 бат. Тесто роти. Вот так вот его раскатывают, растягивают. Вот посмотрите, какой-то блин вообще за 40. И жарят, потом разрезают. Они пышные, нежные, тесто слоеное, бананов много. Классно, классно. И недорого. Можно взять, пойти на пляж на закате. Сидеть, есть блинчик, ананас, кокос пить. Можно в Севен что-нибудь взять, если понимаете, о чем я. На закате. Отлично все это заходит. Наша башня уже на горизонте. Для меня она как башня Бэтмена. Интересно, с нее можно спускаться? Раньше можно было. Мы с Сашей 10 лет туда шли. Больше того скажу, мы жили рядом с этой башней. И так до нее не дошли. Правда, в отеле мы были. Нас как-то зрители приглашали поснимать номера в этом отеле. Но на башню так пока и не поднялись. Немного о наболевшем. Туалет в Паттайе на пляже всего лишь 5 бат. Когда мы жили этим летом в Европе, мы платили за туалет 1 евро. Это уже 100 рублей. Представляете разницу? 5 бат, 15 рублей и 100 рублей. Вот так вот 4 раза в туалет сходишь, а если вы вдвоем, то на 1000, можно сказать.
Здравствуйте, Галина. Да, привет, привет. Это наши любимые блогеры, мы их всегда смотрим. Спасибо вам огромное. Всегда. Загорели, Да, хорошо. да и вот мы сегодня, мы в третий день только. Третий день с Да. приездом. Добро Ага, пожаловать. спасибо. Погода хорошая. Да, погода хорошая. Но они говорят, что была не очень, да? Да, дожди были, а вы привезли хорошую погоду. Да, из Москвы привезли хорошую погоду. Вы из Москвы, да? Первый раз в Таиланде или уже Нет, были? Второй. Второй. В Паттайе или где-то еще были? В Паттайе были. Второй. Понятно. А где живете, если не секрет? В смысле, район... Да. В районе Люберец. А, нет, тут. Я думала там. Я в Москве в Ференче знаю. Вот Нет, именно. тут, Джобтьен, там, центр. Это самое, Про там. Паттайя парк. Паттайя парк. Мы да. как раз туда направляемся. Да. Мы за Мы 10 вот оттуда как раз Да. идем на рынок. Мы за с 10 лет мельницей. ни разу там не были. Вот сейчас решили А сходить. почему же это вы? Да вот У что-то нас не номер там такой хороший. Мы хотим попасть в ресторан. Он еще работает, вот этот крутящийся в башне? Да, он работает, Ура. но говорят, что там не очень еда. Не очень? Еда, говорят, не очень. За 700 бат, как бы, Мгм. говорят, что не очень хорошо. Ну вот я теперь еще больше туда хочу, чтобы проверить все. Понятненько. Такая вы позитивная, такая лучезарная, Да. хорошая. Нравится вам здесь? Давайте Конечно, еще. давайте. Хочу вам показать еще красивый вид отсюда. Он открывается на Колан. Посмотрите, мне кажется, Колан по форме это идеальный остров, как будто он из сказок диснеевских мультиков про райские острова, потому что он вот прям вот такой, как мы представляем остров. И вспомните мои слова лет через 5. Колан подорожает, это однозначно. Паттайя дорожает. И на Колане сейчас очень мало отелей, и они все битком в сезон, не хватает жилья. И, соответственно, будут строиться новые отели, дорогие, возможно, другого уровня, потому что вот мы поездили по разным островам в Таиланде, и что хочу сказать. Колан по качеству песка, пляжей, воды, еды не уступает другим островам. Если бы там было еще фаер-шоу, то прям вообще супер. Мне кажется, со временем и появится там и фаер-шоу, и дорогущие отели, и шикарные рестораны, потому что это жемчужина. И обязательно найдутся люди, которые добавят ей блеска. Считаю, вот Паттайе очень повезло, что есть Колан. По сути, 40 минут, и ты на роскошном острове. Но Колан роскошный. Многие вот его как-то воспринимают как должное. Но представьте, если бы его не было. Куда ехать? Ближайший остров, там Самет, Кучанг. Это как дорого. А здесь на паром прыгнул, сколько? 40 бат, и все. Ты наслаждаешься бирюзовой водой до вечера. Отелей там не хватает, но это стопудово проблема будет решена. Тут меня поправили, сказали 30 бат. Все потому, что я счастливый человек, я ни за что не плачу. Саша за все платит, а я только наслаждаюсь. Посмотрите, эти штуки появились в Таиланде. Я видела их в обзорах блогеров в Дубае. И вот они хвастались, что у нас в Дубае такой технологический прогресс, летающие доски. У нас тоже они, вон уже у местных жителей, они на них летают. Красивая пальма. Люблю эти пальмы. С деревьями, говорят, надо обниматься. Они дают энергию. Полезно сидеть под деревьями. Главное, чтобы на них не было кокосов. И говорят, что деревья дают какие-то вещества, флавоиды. И они избавляют от многих болезней и повышают иммунитет. Поэтому, хоть пальма и не особо любит обниматься, видите, она так, но мы к ней подход найдем. И посмотрите, какие у нее интересные ветки. Вспоминаю сразу фильм «Джентльмены удачи». Дерево там такое. Елка, что ли? Сам ты елка! Как я уже говорила, классные кафе появляются в Паттайе, такие тематические, стильные, современные. И вот, посмотрите, еще одно классное кафе, бар, еда, можно посидеть с видом на закат. И сам пляж здесь очень красивый, уютный. Посмотрите, напоминает пляж танцующей девушки. А вообще это место мне напоминает почему-то Краби. Вот если вы там отдыхали, согласитесь, похоже. Такие же классные кафешки, вот эти же деревья, остров. Что-то в этом есть. Мы находимся возле отеля Паттайя парк. Это популярный отель, куда очень часто приезжают русскоговорящие туристы на отдых. И здесь пляж. На пляже есть волейбол, многие играют, несколько площадок, места отдыха под пальмами, много людей в воде. Посмотрите, это самая оживленная часть пляжа, мне кажется, в Паттайе, где столько людей купаются в море. На закате классно поиграть в волейбол,
Ой, посмотри, а те играют какими-то прикольными ракетками. Какой-то бадминтон, волейбол. Что-то новое. Вот, имейте в виду, если возьмете тур в отель Паттайя Парк, то вот такой пляж у вас будет. Время без 15:06. Что интересно, в Паттайе всегда темнеет в 6 часов вечера. Вот как только 6 часов, все, кажется, что еще светло, но через 15 минут будет темень. Закат длится буквально несколько минут, поэтому если хотите делать фотографии на закате, нужно поторапливаться. У нас закат как-то растянут на час, наверное. А здесь солнце начинает садиться раз, и все, мы пришлепали к отелю. Саша использовал этот глагол, мне он понравился. Шли долго, планировали быть здесь где-то 5:30, чтобы ужинать в башне на закате, но она оказалась не так близко от нас, как мы думали. Что-то мы шли. Ну, мы еще-то, знаете, какие? Там поболтаем, сям поболтаем. И вот, наконец-то, в 6 часов мы на месте. Если жили, отдыхали в этом отеле, делитесь впечатлениями, как он вам. Пишите правду, как есть, потому что я знаю, что этот отель не новый. Но когда я там была, лет 5 назад, номера были хорошие. Деревянная мебель, такая в тайском стиле, все чисто, красиво. И что приятно, номера большие, прям просторные, хорошие. Отель активно функционирует. Сейчас посмотрим, что там в ресторане. Что-то планируешь, ждешь, но жизнь вносит свои коррективы. Мы уже намылились подниматься в эту красивую башню, а там турникет. Нам говорят, билет. Мы такие, в смысле билет? Они говорят, в ресторан нужен билет. Покупаете его внизу, 700 бат с человека, и там ресторан работает по системе шведский стол, буфет. Но, как вы, наверное, заметили, в этом сезоне мы не пошли еще ни в один буфет. Почему? Угадайте с 3 раз. Потому что грешны, объедаемся. Нет у нас еще меры. Заметили, что часто в этих буфетах переедаем, и потом тяжесть в животе, не очень хорошее самочувствие. А хочется все попробовать. Ты же за это заплатил, все такое красивое, много, накладывай тарелки побольше. Мы для себя решили, что не будем ходить в буфеты, объедаться не хотим. Поэтому имейте в виду, ресторан работает, много людей сейчас туда пошло, но мы откажемся от этого праздника живота и поищем какое-нибудь кафе, где небольшие, но очень вкусные порции. Я надеюсь на вашу поддержку и понимание. Просто объедаться вечером – это нехорошо. Но чтобы не расстраивались, мы компенсируем этот момент и покажем вам динозавра. Во многих местах Паттайи стоят вот такие динозавры, которые двигаются, рычат. И эти инсталляции являются рекламой нового парка с вот такими вот динозаврами. Если интересно, тоже можете сходить. Я как будто попала в парк юрского периода. Тара-тара-та, па-па. Шли, и так и не пришли. 10 лет прошло впустую. Ну, ничего страшного. Сейчас мы вам покажем, где можно поесть тоже очень вкусно и дешевле. Это в 7-Eleven. Самый вкусный рис и сэндвичи. Сэндвичи там реально очень вкусные, с ветчиной и сыром. И всегда просите, чтобы вам их подогрели в сэндвичнице. Тогда сыр плавится. О, как вкусно! С недавнего времени карты Union Pay в Турции, в Таиланде, во многих других странах перестали работать. И вы можете посмотреть, сколько людей сейчас стоят в очереди в обменник. Здесь можете поменять рубли на баты, доллары на баты. Многие спрашивают, с чем лучше всего ехать. Ну, выгоднее всего получается с долларами. Но если их нет, ничего страшного, можете поменять рубли. Район активно живет, очень много людей. Сейчас разговаривали с нашими зрителями, они сказали, что живут в отеле Паттайя Парк, и он очень круто развивается. Новые лавки, все там вычищают, ремонтируют. А мало того, пережил пандемию, так еще и ремонт в нем делают. Все им там понравилось. На шведском столе они тоже еще пока не были, думают, идти или не идти. Посмотрите, хочу задать вам вопрос. Вот здесь продается все, что вы можете привезти с собой из Таиланда. Это паста для приготовления супа том-ям. Вот такие вот сушеные травы и перец тоже для этого супа. Все такое диковинное.
классная. И вопрос ко всем, что здесь делает пищевая пленка? Я уверена, что многие из вас догадаются. Приходят и спрашивают, нужна пищевая пленка и скотч. И тайцы закупили все это и вам предоставляют. Правильный ответ я лайкну. Я сразу поняла, для чего здесь продается пищевая пленка. Немного тайских фруктов. Ананасы 20 бат. Килограмм манго 40 бат. 3 килограмма за 100. Вот такой крупный, кило за 50. Мангустин. Вкусный фрукт. Посмотрите, какой красивый. Похож чем-то внешне на чеснок, но по вкусу совсем не чеснок. Килограмм 170 бат. Рамбутаны, маракуйя, зеленая, манго, папайя, арбузики по 40 бат. Дуриан. Обязательно попробуйте. Вот, посмотрите, разделанный дуриан, такой кусочек, 170 бат. Ароматный. Ох, как пахнет! Напишите в комментариях, любите ли вы дурианы. Дуриан – это такой товарищ, к нему невозможно относиться нейтрально. Его либо любят, либо терпеть не могут. А сейчас будет удар ниже пояса. Тайский массаж. Массажные салоны активно работают на Пратамнаке. Посмотрите, сколько людей. Оценить количество людей вы можете по количеству шлепок на входе. Просто максимальная загруженность. Я тоже сегодня планирую сходить на массаж, но сперва ужин. Потом еще можно что-нибудь сладенького поесть, а потом на массаж. Мы шли в одно место, а пришли в другое. Мы шли в кафешку, но, проходя мимо этого заведения, не смогли сюда не зайти, потому что у них там жарится самса. И вы представляете, как это вкусно пахнет. Мы зашли в ресторан под названием «Узбекистан Лазати». Посмотрите, какое здесь красивое меню. Цены 100-150 бат на салаты. Есть, кстати, салат из капусты. Какое хорошее место. Встретили наших зрителей. Ребята, как вас зовут? Антонина. Антонина, красивая. Игорь. Антонина и Игорь. Из какого города? Мы с Владивостока, но чуть-чуть дальше, как бы. Поселок Кавалерово. Привет. Приморский край. Приморскому краю. А мы это Уже самое, который раз мы за в эфире? сегодня? Да. В прямом? Да. О, Передайте привет. Мы мечтаем. Обязательно Мы даже не надеялись вас Хотя встретить, Игорь да? говорил, что вы должны быть здесь. Да, Я конечно. пошутила, говорю, встретим. А потом Ну, смотрю, говорю, даже- а это не вечное лето сидит. Это не может быть. Который раз вы в Таиланде? Шестой. Я так и знала. Почти. Не знаю, по вам видно, что вы уже не первый раз. Ну да, мы сначала в Амбассадоре были, Ага, а сейчас Rabbit Resort. понятно. По туру приехали или сами? Нет, по туру. По туру? Ну так проще. Проще, удобнее, если не на месяц, то, мне кажется, и Да, дешевле. конечно. Хорошо. Так, ребятки, продолжаем смотреть меню. У нас здесь есть салат каприз, потом дворянский, борщ 180 бат, различные супчики, овощные салаты, нарезка мясная. О, манты. Ребята заказали манты, я тоже хочу манты, 240 бат. Еще хочу самса, может какой-нибудь шашлычок. Вот, смотрите, домашняя котлета с картофельным пюре, 240 бат. Какая красота! Все такое аппетитное. Шашлычок. Посмотрите цены. 250-300 бат. И я не смогла выбрать, что хочу пить. Сначала я увидела айран. И такая думаю, я хочу айран, 60 бат. Потом увидела квас. Думаю, нет, я хочу квас, я буду квас. Точно, дайте мне квас. Минеральная вода с газом, вода без газа, кофе по-турецки, морс. В среднем 50-60 бат за напиток. Водка есть, Немиров, 100 бат, 50 миллилитров и 0,7 тысяча бат. Вот. Такие здесь цены. Сейчас все будем пробовать. И если все вкусно, то порекомендуем это заведение. Принесли наш квас. Вот такие стаканы. Александр, давай. Вообще Саша хотел взять пиво. И сейчас попил квас. Я еще не пробовала. И чтобы вы понимали, он вот так его выпил. И такой... Это вкуснее пива. Это дорогого стоит, чтобы Саша так сказал. Ой, ядреный, вкусный. Вот знаете, бывает квас водянистый, бывает слишком кислый. Вот этот квас вам понравится. Вот он идеальный квас. Оригинальный рецепт. У меня аж мурашки по коже, потому что это так вкусно, и это прям дом. Как вот бабушка делала, вот так.
Вот типичная женщина. Хотела оливье. Заказал каприз. Не знаю почему. Посмотрите, как он красивый. Ну, тоже горошек, тут все есть, еще и помидорки. Новый год. Вкусный салат, хороший майонез. С колбаской нормальный. Яичко здесь. Порция хорошая. Вот, честно, похож на оливье, только более здоровый, потому что здесь салат и говядина. Прям вкусно. Есть у меня одна особенность. Интересно, найду ли я тех, кто тоже так делает среди вас. Я люблю есть салат, на самом деле, ложкой. Вот так. Мне кажется, ложкой вкуснее, потому что ты много захватываешь и всю полноту вкуса прочувствуешь. Я помню, как мы с мамой на Новый год делали оливье. Вот так вот большой ложкой мешали, со дна все поднимали, чтобы хорошо майонезом все промешать. И вот так вот ложкой дегустационной на соль. Классно, вкусно. И 1 января, угадайте, что я делаю? Я накладываю себе вот столько оливье, беру ложку, черный хлеб, вот так вот смотрю морозко и поглощаю оливье ведрами практически. Хоть так не надо делать, но я много съедаю оливье. Пробуем сам суп. Вот что значит домашняя выпечка. Вот берешь где-то в супермаркете Самсу, вот это не такая. Она вроде хрустящая. И все. То ли души не хватает, то ли огня, не знаю. Не то. Вот это прям то. Вкусное, сочное мясо, хорошее, настоящее тесто, слоеное. Вкусно. Мы решили, если все не доеди, возьмем с собой. Но просто грех было это не все не попробовать. Самса топ. Порции 4 штуки. Еще принесли манты, борщ, сметанку. Вот скажите мне, в той башне в отеле Паттайя Парк будет хотя бы что-то из этого? Конечно, нет. Ну, что-то может быть вкуснее этого. Может быть, тоже вкусное, но это беспроигрышный вариант. Правда вкусно. Ребята, я все это время снимал, но теперь настало мое время пробовать манты. Давайте я вам покажу, как они выглядят. Я уже их раздербанил, полил сметаной и сейчас буду пробовать. Самое главное, чтобы тесто было нежное. Очень вкусное тесто. Они уже подостыли, не горячие, самый раз. Знаете, вот такие манты можно есть и не останавливаться, потому что очень вкусные, сытные, хорошее мясо, тесто нежное. Ну, мне кажется, идеальные манты, поэтому можно сюда приходить на них и пробовать. Так что место хорошее, еда реально вкусная и, в принципе, по приемлемым ценам. Пробуем борщ. Посмотрите, сколько здесь мяса. Просто одно мясо. Много. Картошечка. Чуть-чуть хочется подсолить. Но это на мой вкус, прям чуть-чуть. Сейчас попрошу соли. И сметанки добавим. Красивый цвет, хорошая большая порция. Зеленушка есть, что немаловажно. Вкусный домашний борщ, как у бабушки. Вот будете пробовать, поймете, о чем я говорю. Такой бульон хороший, мясной, насыщенный. Здесь вот такой вот, коллаген я его называю. Это вкусно. Я раньше к такому жирку относилась. Ой-ой-ой, нет, уберите. А сейчас жир. Люблю. Хороший, суперский борщ. Прям отличный. В лучших традициях. Я не нахваливаю, просто констатирую факт. Видно, что человек на кухне умеет готовить. И не зря здесь работает. По порциям тоже хорошо. Чуть-чуть вот мне хочется подсолить, но лучше пусть он будет вот такой, да, чем пересоленый. Но я просто люблю всегда чуть-чуть подсолить, поперчить. А так просто супер. Капелюшечку.
Вот теперь идеально. Ну, как по мне. Может, кому-то и не надо сами. Мы очень вкусно поели, и наш счет вышел на 930 бат. Кладем 1000 и смело рекомендуем этот ресторан к посещению. Очень вкусная самса. Повезло, что мы пришли прямо к ней. Горячая с пылу с жару. 2 штучки забираем с собой. После вкусного обеда по закону Архимеда нужно пойти на рынок и еще что-нибудь купить. Добро пожаловать на русский рынок на Пратамнаке. Культовое место, стоит посетить. Но если вы будете жить в этом районе, вы обязательно его посетите, как Джомтьен Найт Маркет на Джомтьене, также русский рынок на Пратамнаке. Огромный выбор тайской и европейской еды. Однозначно рекомендую попробовать рыбу в соли. Вот так она выглядит. О, Шатунов, не подойду к тебе. Вот русский рынок. Забудь, не вспоминай. Все, я сейчас в пляс иду, мне не до рыбы. По рыбе что хотела сказать, спрашивайте, чтобы она была сегодняшняя, потому что видите, как корка соли? Если она будет вчерашняя, будет очень соленая, а если сегодняшняя, то она возьмет столько соли, сколько нужно. Креветки, шейки, вот эти фруктовые, 30 бат, кстати, спрашивали, сколько стоит шейк, 30 бат. Вот такие вот здесь уютные кафешки. Также огромный выбор фруктов, в том числе разделанные дурианы. Вот такой кусочек 350 бат, за 150 есть. Можете сильно не тратиться, взять за 100 бат, попробовать, там же решить, ваше или не ваше. Огромный выбор фруктов, овощей, вот такие нарезанные тарелки. Если в отеле нет ножа, пожалуйста, миксы уже можете здесь купить. Шашлыки, русский рынок, потому что находится как бы в русском районе, и здесь много точек с русской едой. Пельмени, манты, борщ. Можно взять с собой, что тоже приятно. Вот хит сезона, тренд сейчас соцсетей. Это виноград такой гигантский. Вот моя рука, это вот этот вот виноград. Тоже здесь продается, можете попробовать. На рынке стало очень оживленно. Мне почему-то даже кажется оживленнее, чем было раньше. Савадика. Вот давайте покажу цены на тайскую Thai еду. food, yes sir. Very good. Tom yum, kibiki, malit paduk. Спасибо. Seafood. Капанка. Том-ям 100 бат, недорого. Посмотрите, с морепродуктами. Том-ха тоже 100 бат. Вот такой выбор хорошей тайской еды. Thank you so much. Very good. Very good, very good. Thank you. Вы посмотрите, почти все столы заняты. Когда это такое было? Просто мега популярное место. Хочу вам показать роллы. 10 бат за штуку. Можете выбрать, какие вам нравятся. Вам дадут соевый соус, васаби, сашими с красной рыбы, шашлык из красной рыбы 100 бат. Рыба, креветки, мясо. Все есть. Вы посмотрите, сколько еды. Какое разнообразие. За один приезд все не попробуйте. Придется возвращаться. Кальмары, сердечки, шашлыки из креветок, обычные салаты типа «Цезарь». Все здесь есть. Что по привычной еде? Курица в лимонном соусе 70 бат. В томатном соусе тоже 70 бат. Картошечка, расти, пироги. Мы уже поели, но мы присматриваем на следующий раз. Вот такие вот шашлычки, посмотрите, какие красивые. 60 бат всего лишь. Из свинины и 50 из курицы. Thank you. Жареная утка, алкогольные напитки. Все здесь есть. Этот рынок поделен на 2 зоны. С этой стороны еда, кафешки, а с левой стороны одежда. Если вам нужны шлепки, купальники, одежда для пляжа, туники, все можете приобрести там. Также там продается косметика, что-то можете взять в качестве подарков, сувениров. Ну такое разнообразие еды, прям вообще глаза разбегаются. Здесь, мне кажется, даже с первого раза сложно понять, что ты будешь есть. Нужно так, знаете, как раньше говорили на рынках, походим, потом вернемся. Тоже походить, посмотреть и только после этого определяться. Так что, если вдруг вы забыли что-то из пляжных принадлежностей, не отчаивайтесь, купите все здесь. Посмотрите, сколько людей на этом рынке, а вы дома сидите. У меня вопрос, почему вы дома сидите, когда здесь такой движняк? Срочно приезжайте, Таиланд вас ждет. Здесь же вы можете приобрести сувениры из Таиланда.
Слоники. Как выбрать слона? Сейчас слоновый эксперт вам расскажет. Чтобы статуэтка слона приносила в ваш дом удачу и благополучие, хобот должен быть поднят вверх. Не покупайте слона, у которого он опущен. Не надо. Он должен вот так вот вверх смотреть. Вот, например, вот этот. Отличный слон. Прекрасный слон. 250 бат. Вот этот тоже. Чудесный слоник. О, самый лучший слон. Посмотрите, он прям выделяется из всех. Вот этот хобот. Если вы думаете, что просто купив слона с поднятым хоботом, вы разбогатеете, то так и произойдет. Так с нами Саша и вышло. Вы просто однажды купили правильного слона. Ребятки, я вас очень люблю. И я редко о чем-то вас прошу. Но сегодня я очень прошу, если этот выпуск вам понравился, если он хотя бы чуточку поднял вам настроение, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Телеграм. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.